6 лет назад мы с другом впервые попробовали поиграть в Diablo 2 в кооперативном режиме. С этого момента самым частым запросом в наших браузерах стал во что поиграть в кооперативе. За это время было наиграно немало часов, были как хорошие игры, так и не очень. И вот настала моя очередь помочь с этим вопросом тебе, дружище, и я составил список из сразу 40 лучших игр с кооперативным прохождением. Критерии отбора в данный список были следующими. Первое. Возможность пройти именно кампанию в кооперативе на как минимум 2 игроков. Второе. Платформа PC. Потому что консолей у нас не было никогда. Третий и главный критерий. Игра нам, или как минимум мне, понравилась. Итак, погнали. Diablo 2 не нуждается в представлении. РПГ в изометрии с рандомным лутом и огромным количеством разнообразных монстров на пути к главному, самому Диабло. Из возможных 5 персонажей, а именно некроманта, амазонки, варвара, волшебницы и паладина, я выбирал огромного тупого амбала, а друг брал некрофила, то есть некроманта. И вперед. Пару лет назад казалось, что графоний вымер уже, но сейчас, когда пиксель-арт в моде, перепройти или даже знакомиться с Diablo 2 прекрасная идея. А в скором времени Activision Blizzard еще и выпустит ремастер второй части, так что ждем, надеемся и верим, конечно же. Path of Exile. Это детище новозеландской компании Grindinger Games показало, какой должна была быть Diablo 3. То самое легендарное неимоверно огромное дерево прокачки дает такое количество совершенно разных вариантов билдов, что ваш персонаж почти гарантированно будет совершенно уникальным. Можно часами стоять у своего хранилища, изучать перки, скиллы, шмот, а вместо денег у торговца есть здесь используются предметы, которые и сами по себе полезны. Компания огромна, постоянно происходят какие-то события, и все это совершенно бесплатно. Когда думаешь о кооперативном прохождении и хочется не просто совместного вливания дамага, но также и взаимодействия и угара, то первой в памяти всплывает магика. Когда один маг, к примеру, выливает врага водой, второй бьет молнией, третий еще и замораживает. Это лишь один из тысяч возможных вариантов комбинирования множества заклинаний из 8 базовых элементов: земля, огонь, вода, холод, электричество, аркана, жизнь и щит. В кооперативе с друзьями играется очень бодро и весело. Alien Swarm Reactive Drop — это бесплатный командный шутер в изометрической проекции от 2 до 4 игроков в команде. На выбор 8 персонажей, по 2 на каждый из 4 классов. Офицер бафает команду на уронозащиту, спец ставит автотурель, медик лечит, ясное дело, и техник взламывает двери и базы данных. Суть каждой миссии в кампании обычно одна и та же. Спускаемся, что-то добываем, уничтожаем, ремонтируем, поднимаемся. Звучит просто, но на деле без грамотного командного взаимодействия вас просто сожрут огромные толпы ксеноморфов. Трайм, 1, 2, 3, 4 часть. Это серия платформеров-головоломок, кооператив на 3 игроков. На выбор 3 персонажа: рыцарь со щитом и мечом, волшебник с магией воплощения и левитации и воровка с луком и, начиная с 3 части, кругом-кошкой. Это добрая, ламповая, красиво нарисованная игра, рекомендована к прохождению, если вы устали от вечного кишки месива хардкор. Для прохождения уровней потребуется грамотное взаимодействие между всеми 3 героями, дабы спасти в итоге безымянное королевство от темных сил. И да, я хитрожопый, эта серия считается сразу за 4 игры. Castle Crashers — это битэмап вымышленной средневековой вселенной со своими блэкджеками и принцессами. По сюжету от 1 до 4 рыцарей, в зависимости от количества игроков, культурно отдыхают на бухаче у короля, когда на праздник врывается темный колдун и похищает какой-то кристалл и 4 принцесс. Король отправляет рыцарей вернуть принцессы и кристалл, в общем-то спасти человечество. Веселая игрушка с большим количеством разноуровневого юмора, интересными боссами и прокачкой, и прикольной рисованной графикой. Portal 2 — моя любимая головоломка. Нам дается пушка, стреляющая 2 порталами, соединенными между собой. Через них можно как проходить самому, так и проносить разные вещи, пропускать лазеры и даже гравитационные лучи. Ладно. Собственно говоря, с ее помощью нам предстоит выбраться из разваливающегося лабораторного комплекса. И пусть кооперативная кампания идет отдельно от одиночной, я не мог ее не включить в этот список, поскольку она достаточно продолжительна, да и вообще даже головоломки решать с другом гораздо веселее.
Borderlands — это серия лутер-шутеров от первого лица, проходится веселее, да и быстрее, в команде до 4 человек. На выбор 4 персонажа с разными обилками. Сюжет простой. В первой части мы прибываем на не очень-то дружелюбную планету Пандора, дабы найти некое хранилище. Во второй пытаемся замочить Джека, присвоившего себе хранилище и захватившего власть. А в третьей пытаемся спасти хранилище от близнецов Калипсо. Благодаря большому количеству юмора в самой игре, рандомной генерации пробираемого оружия и большому количеству врагов, по итогу получаем много интересных игровых ситуаций. Orcs Must Die 2 — это экшен с элементами Tower Defense. Что можно об этой игре сказать? Ну, есть некий портал, есть два героя, боевой маг и боевая магичка, магиня. Короче, волшебница, и есть сотни и сотни орков, которые, вне всяких сомнений, должны сдохнуть. Обороняем портал при помощи разных ловушек, заклинаний и оружия. Ну, жаль только, что кооп рассчитан лишь на 2 игроков, а в остальном игра невероятно крутая и веселая. Однозначно рекомендую. Mother Russia Blitz. Битэмап наподобие Streets of Rage, в пиксельной графике и морем крови. На выбор есть 4 персонажа: Сергей, Иван, Наташа, Борис. Отличаются только соотношением силы и скорости. По сюжету в альтернативном СССР 80-х годов группу людей похищает из цыганской общины некая мафия и ставит на них эксперименты с какой-то наркотой, дающей силу. Но, как водится, они сбегают и начинают свою мстю. Бодренькая и жестокая игра с черным юмором и странной наркотой. Ее откачивают шприцы из побитых, но еще живых врагов. Короче, жестокий психодел. Saints Row, 3-4 часть. Говоря о наркомании, нельзя не вспомнить серию экшенов от третьего лица в открытом мире а-ля GTA. А также нельзя забыть громкий ржач друга-идиота от огромнейшего количества нелепых ситуаций сортирного юмора. Серьезно, он мне так и сказал. Сюжет? Да, он есть. В третьей части завоевываем город, спасаем мир, а в четвертой части просто спасаем мир. Но вот как это все происходит, нужно видеть самому. Большое количество оружия и транспорта, модификаций к ним. Да можно даже призвать полный автобус зомби. Что еще нужно для веселья? Dead Island. Кстати, о зомби. Зомби-апокалипсис может застать в самый неподходящий момент. Например, когда вы с друзьями отдыхаете на райском острове. Ну и что же делать тогда? Конечно же, вооружаться первой попавшейся под руки палкой и прорубать себе выход сквозь огромные толпы зомбей. Ну, по пути возможно спасти еще парочку человек. Ну и, конечно же, все это не в одну каску, а с друзьями. Толпы зомби, реки крови, транспорт, огромная карта, прекрасное музыкальное сопровождение подарит вам пару десятков незабываемого игрового опыта. Однозначно советую. Dying Light. Продолжая тему истребления зомби, переместимся в выдуманный город, который из-за зомби-апокалипсиса закрыли со всех сторон. Когда появились слухи, что некий доктор внутри карантинной зоны разработал вакцину от зомби-вируса, за ним был отправлен некий агент, а дальше что-то пошло не так. Что же здесь интересного? Крафт, резня, перестрелки с разного рода рейдерами, паркур и, конечно же, ночь, ведь ночью на охоту выходят они. А кто они или что они такое, узнаете в этом прекрасном кооперативном шутере. Left 4 Dead, первая и вторая часть. Говоря о зомби, не упомянуть кооперативный шутер на 4 человек от самой Valve, ставший культовым преступлением. Сюжет. 4 человека пытаются выбраться из зараженной зоны. Задача проста – выжить. В компании с 3 друзьями нужно добраться из точки А в точку Б, попутно вырезая орды зомби. Фишка в том, что если один из отряда отделяется вперед или назад, его сожрут. Ведь есть особые зараженные, которые быстрее и сильнее остальных, да и вообще на то, чтобы отбиться от целой орды, может тупо не хватить патронов. Painkiller Hell and Damnation. Шутер от первого лица. Вкратце его можно описать как кишки, месиво, хардкор. А по сюжету некий мужик Дэниел Гарнер в результате аварии попадает в ад, его жена в рай. Местный сатана, жнец, предлагает ему сделку, мол, на тебе инструмент, принеси мне 7000 душ с регионов демонов, и я поспособствую ему воссоединению с женой. Нас ожидает огромное количество разнообразных врагов, оружие, отличная музыка, море крови и, конечно же, все это вдвойне веселее с другом. Serious Sam. Все кроме второй части. Это шутер от первого лица. По сюжету порядок такой. Сначала четвертая часть. На Землю напали инопланетяне, нужно найти того, кто знает, где священный Грааль. Потом третья часть. Отправиться в Египет, найти священный Грааль. Потом первое пришествие. После перемещения в прошлое найти и убить Ментала. Потом второе пришествие. Найти наконец-то уже этот гребаный Грааль. А по геймплею порядок такой. Вооружиться большим количеством оружия, патронов, парочкой друзей и аннигилировать огромнейшие армии инопланетных тварей под офигенную музыку на огромных аренах. Dead Space 3 — это хоррор-выживач от третьего лица, является продолжением первой и второй части Dead Space, но с кооперативом в этот раз.
После событий второй части пути Айзека, Кларка и Элли расходятся. Элли отправляется искать способ уничтожить обелиски, а Кларк прячется от правительства и от секты юнитологов, которые хотят возродить обелиски. В процессе игры нам совместно с напарником предстоит уничтожить как микроморфов, так и фанатиков и юнитологов. Добавлена система укрытий, приседаний и подкаты, что хоть и превратило хоррор в шутер, но зато добавила динамики. Resident Evil 5 – шутер от третьего лица. В этот раз Крис Редфилд отправляется в африканскую деревню для предотвращения сделки по продаже биологического оружия. Там он встречает свою новую напарницу, Шеву Аламар, за которую будет играть второй игрок. Вместе вам предстоит выжить в окружении десятков опасных зомби при условии острого дефицита патронов, а также пройти немалое расстояние и сразиться с самим Альбертом Вескером. Fear 3 – это хоррор-шутер от первого лица. По сюжету та самая девочка, что пугала до усрачки в первой части, выросла и даже забеременела во второй, и теперь собирается родить. Понятное дело, необходимо предотвратить сей акт произведения на свет очередного антихриста, что мы и пытаемся сделать. Два совершенно разных персонажа. Один вояка-спецназовец, умеющий к тому же и время замедлять, а второй черный маг, бывший антагонистом первой части серии, умеющий поднимать врагов в воздух или вселяться в них, телепортироваться и прикрывать напарника щитом. Nazi Zombie Army Trilogy – экшен от третьего лица, в котором команде из 4 снайперов предстоит пробиться через армию зомби-фашистов и убить самого фюрера. Конечно, расстреливать армию зомбей было бы быстрее каким-нибудь пулеметом, однако отряд мелких снайперов с этим справляются очень даже неплохо. Реалистичная баллистика, некое соревнование внутри группы по типу у кого больше фрагов, больше хедшотов, больше помощи отряду, прекрасный звук и постоянная нехватка патронов, если не на изи играть, конечно же, подарят несколько десятков часов геймплея, от которого невозможно оторваться. Call of Duty World at War. Call of Duty узнают все. Это экшен-шутер от первого лица в сеттинге Второй мировой войны, в котором нам предстоит завалить огромное количество как японцев, союзников фашистской Германии, так и самих фашистов, и даже взять Рейхстаг. В пятой части есть возможность прохождения основной кампании в кооперативе, что делает сей аттракцион еще веселее. На высоких уровнях сложности да под конец происходит такой ад, что потратив на одну только миссию с захватом подступов к Рейхстагу пару часов, после прохождения хочется только... А крик товарища «Граната!» еще долго будет звенеть в ушах. Far Cry 5. Шутер от первого лица в открытом мире. В выдуманном округе Хоуп установился тотальный контроль местной церкви. Нам предстоит арестовать патриарха, или кто он там, и спасти жителей, у которых еще остался разум. И, конечно же, совместно с друзьями все это сделать гораздо веселее. Большое количество разнообразного транспорта, модифицируемого оружия, прокачка, завязанная на получение достижений, огромная карта для изучения и прекрасное музыкальное сопровождение подарят несколько десятков часов увлекательнейшего геймплея. Tom Clancy's The Division, первая и вторая часть, лутер-шутер от третьего лица. После пандемии люди разделились, кто в банды, кто в правительство. В роли бойцов отряда нам с друзьями предстоит спасти множество людей от банд, узнать много историй, налутать себе оружие и показать уже бандитам, кто здесь власть. Из минусов – гребаные полоски здоровья и уровни врагов. Забудьте про ваншот из снайперки в башку. А из плюсов есть гаджеты, огромное количество разнообразного оружия, детально проработанный мир, прекрасная оптимизация и неплохой искусственный интеллект. Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2. А теперь к более вдумчивому кооперативу. Если не устраивает режим Рэмбо, то есть когда для умерщвления как врага, так и протагониста требуется впихать в него несколько килограммов свинца, то есть отличный вариант – пройти с друзьями этот прекрасный тактик-шутер от первого и третьего лица. Здесь мы выступаем в роли отряда спецназа, которому предстоит обезвреживать бомбы, спасать заложников, наказывать террористов. На высоких уровнях сложности штурм каждой комнаты здания требует продумыванной тактики, ведь каждая случайная пуля – последняя. Переходим к выживалочкам. Самое веселое в кооперативе и достаточно короткое, чтобы не успеть сильно надоесть, конечно же, The Forest. Сюжет прост. Самолет упал в какой-то там остров. Здесь всех пассажиров выжил только протагонист и его сын, которого уперли какие-то аборигены. Задача – выжить, спасти сына. Порадовал местный инвентарь, выполненный в виде скатерти-самобранки, система крафта и постройки и периодические набеги как аборигенов, так и плодов больной фантазии ученых, вставивших над ними эксперименты. Немаленький остров
утыкан большим количеством входов в пещеры, в которых темно как в жопе и легко заблудиться. Для компании друзей самое оно. Ark Survival Evolved. За 30 секунд игру не описать, но я попробую. На одной из 9 огромных карт, на каждой из которых огромное множество различных существ, начиная с динозавров и мелких млекопитающих, заканчивая фэнтезийными и даже полностью вымышленными, нам в компании как можно большего количества друзей предстоит собирать, выращивать растения, приручать, выращивать динозавров, охотиться, строить дом, базу, деревню, летать, плавать, бегать, искать записки, развиваться, зачищать пещеры, собирать артефакты, и все это для того, чтобы одолеть главных боссов карты и получить в свое распоряжение крутейшие тег-разработки. Conan Exiles – экшен-выживач от третьего лица в фэнтезийном мире Конана, в котором помимо разного вида недружелюбных тварей есть и огромное множество других существ, жаждущих крови. Собственно говоря, нам предстоит собирать еду и материалы для строительства, построить жилище, сделать себе оружие и броню, приручить животных, поназахватывать рабов, дабы они работали как на ремесленных стойках, так и обороняли базу, убить энное количество боссов и, наконец, обрести свободу, сняв с себя браслет изгнанника. Valheim — это приключенческая игра на огромной процедурно сгенерированной карте. По сюжету некоего викинга отправляют в 10-й мир, Вальхейм, дабы он поубивал на данный момент 5 боссов павших. Мир этот крайне недружелюбен, и чтобы выжить и выполнить эту с первого взгляда простую миссию, необходимо как следует запастись провизией и улучшить свое оружие и броню. Из приятного – физика деревьев, огня, дыма, водного транспорта, стрел, строений, прокачка как в Скайриме, что использует, что и качается, атмосфера полуфэнтезийной Скандинавии, а также огромные просторы для полетов фантазии в области строительства домов. И на этом мой список завершен. Если я что-то забыл, напиши об этом в комментарии, а также напиши, в какой игре кооператив реализован лучше всего. Если мне удалось помочь с выбором, во что поиграть с друзьями, то поставь лайк и подпишись на канал. До новых встреч!